So there are three of those. Итак, вот эти вот три варианта по поводу материи. Tests of worldviews. Итак, какое же испытание, какому испытанию мы можем подвергнуть наше мировоззрение? There are two of those. Испытаний два на самом деле. First one is correspondence. Во-первых, это соответствие реальности. Еще раз, это какие испытания? Как мы можем испытать мировоззрение? Как испытать мировоззрение на прочность, так сказать? Понятно мысль? Second is coherence. Второе – это непротиворечивость, соответствие. Непротиворечивость. Можно повторить первое? Вот здесь соответствие реальности и непротиворечивость. Непротиворечивость, отсутствие внутренних противоречий. Лучше у нас согласованность. Вот давайте что-то. Согласованность, да. Согласованность. Соответствие реальности и согласованность. So we have 2, 3, Итак, есть 2, 3, 4. and 4. И 4. Four worldview issues. 4 ключевых вопроса, связанных с мировоззрением. Origin. Во-первых, это происхождение. Where Происхождение нас, мира, откуда мы произошли. Two, purpose. Второе – цель. Three, morality. Третье – мораль. And 4, destiny. И четвертое – окончание. Призначено. Смерть. Нет, куда, Конечная точка? конечная точка, да, где ты будешь после смерти. Да, окончательное положение. Можно написать загробная жизнь, так проще. That's destiny. Происхождение, цель, мораль This one could be mortality. или А как вопрос, жизнь после смерти. 4 ключевых вопроса? 4 ключевых вопроса, определяющих мировоззрение. Происхождение, цель, мораль. Да, и жизнь после смерти. Пункт назначения. Пункт назначения. So these are tied together. И вот это все, оно связано вместе. If you don't believe that we were created, say, by God, Если вы не верите, что вы были сотворены, скажем, Богом, if we were just an accident of nature, если вы верите, что вы просто случайное совпадение каких-то природных факторов, then how do you answer what your purpose in life is? то тогда какой будет ваш ответ на вопрос о цели жизни? You don't have. Да нет цели в жизни. You're just an accident. Вы просто случайность. And so if you're an accident, it really doesn't matter how you live. И если вы просто некая случайность, то какая вообще разница, как вы живете? Because С моральной точки there isn't necessarily a right or wrong. Поскольку совершенно не обязательно есть нечто правильное или неправильное само по себе. And that's why what you'll find when you do some of your homework I'm going to give you tonight of looking at some atheists. И я вот почему, когда вы будете рассматривать домашнее задание, сегодня вечером я вам дам, вы будете читать там некоторых атеистов.
you're going to see that many of them basically realize that there isn't a purpose to life. Вы увидите, читая атеистов, что многие из них, в принципе, понимают, что цели в жизни как таковой нету, согласно учению. And many of them live very sad lives. И многие из них живут довольно грустно. But I'll let you understand, study that on your own. Но вы это изучите сами. So we have 4 worldview issues. Итак, у нас есть 4 ключевых вопроса, определяющих мировоззрение. And when you talk about origin, you're talking about where everything comes from. И когда мы говорим о происхождении, мы отвечаем на вопрос, откуда все взялось. And only 3 options there. Вариантов, как мы уже сказали, только 3. And your worldview test of a worldview, there's 2 of those: correspondence and coherence. И ваше мировоззрение проверяется 2 факторами: соответствие реальности и согласованность. And then later on, I'll give you one more that has just one part to it. Да, но еще чуть попозже я вам приведу еще один важный фактор, где будет просто один тезис. У вас будет очень красиво. 1, 2, 3, 4. Anybody have any questions? Какие вопросы есть? Nope. Надо научиться задавать вопросы. We need to learn how to ask questions. Yes, we're going to. In fact, we're going to start looking today at Да, но мы так и сделаем. common arguments that you've heard. Maybe some of them are some that you wrote down. И сегодня мы с вами начнем говорить о распространенных аргументах, которые выдвигают люди, и, возможно, многие из них вы записали на своих листочках. Ну, я вчера перевел, передал профессору. Это ошибочность, да, аргументы? Ну, это возражение против христианства. Ну, или аргумент. So I believe this is where we left off. Я думаю, мы на этом с вами остановились. So what we want to do is we want to pay close attention as to when we're talking to somebody. И когда мы говорим с кем-то, мы хотим очень обращать внимание Because we're trying to understand what they believe, на следующие вещи. Да? Мы хотим понять, во что человек верит. and we ask questions to try to understand why they believe what they believe. И мы задаем вопросы для того, чтобы понять, почему человек верит в то, во что он или она верит. And we're listening for errors in their thinking or their logic. И мы прислушиваемся к ошибкам, заблуждениям в мышлении или в логике этих. And that's where we're going to press them to try to get them to see that either their thinking has errors or it's not logical. И именно вот в эту сторону мы будем как бы подталкивать их, мы будем подталкивать их к тому, чтобы они увидели, что либо есть как бы ошибки в их мышлении, либо какие-то логические несоответствия. And as you begin to push them and ask hard questions, like even, how does a good rat come back to being a person, right? If you're thinking as a reincarnation. Да, если вы вот задаете такие вопросы, подталкивая людей к осмыслению своих убеждений, ну, вот, например, да, то, что мы говорили, как хорошая крыса может стать человеком снова, к вопросу о реинкарнации. Does it mean sharing your cheese with the other rats? Как быть хорошей крысой? Делиться сыром с другими крысами. And what you're going to get back sometime is some anger. И, конечно же, в ответ вы порой будете получать достаточно гневную реакцию. And they may get annoyed with you. Людей вы можете начать напрягать. Because these are questions maybe they've not pushed themselves to answer. Поскольку это такие вопросы, к которым люди как бы, в общем-то, не готовы и сами себя не подталкивали к тому, чтобы на них отвечать. Okay, so we're going to now work to improve the effectiveness of our questions. И теперь нам предстоит еще Actually, that's what we've done, we've covered. момент пройти. Мы с вами говорили о повышении эффективности вопросов, и теперь мы усовершенствуем наши тактики, тактические навыки. So, how do we improve our tactical skills? Как же нам улучшить наши тактические навыки, методы ведения дискуссии? So here's where I can give you
I can give you direction as to how to do this, И здесь я вам просто укажу некое направление, как это сделать. but I don't know your audience, Но опять же, я не знаю вашу аудиторию. and I don't know your circumstances, Я не знаю, в каких обстоятельствах вы служите. or your audience's circumstances. Или обстоятельств вашей аудитории уж подам. So the answers that I have to offer you, maybe some that are useful to you, И те советы, те ответы, которые я вам предложу, может быть, некоторые из вас окажутся для вас полезными. and so I'll give you answers that I've used, И я вам приведу те подходы, которые сам использую. and then we're going to practice how to develop answers that are useful to you. И потом мы с вами выработаем ответы и подходы, которые будут уже больше подходить лично вам. So the reason I asked you to write down the objections you've heard И причина, по которой я попросил вас записать те возражения, которые вы слышите, because you're going to anticipate the objections you're going to hear, and you're going to prepare responses for them. заключается в том, что вы тогда сможете ожидать те возражения, которые вы слышите, и быть уже готовыми ответить на них. And actually, after you're talking to somebody and they give you a response that kind of, you're not sure how to respond back. И потому что порой вы с кем-то разговариваете, человек вам как-то отвечает, возражает, и вы даже не знаете, как ему ответить на это возражение. Your responsibility and mine is to go back and study and say, okay, how would I respond better next time? И ваша тогда ответственность в том, чтобы углубиться в исследование и задаться вопросом, как же мне в следующий раз на такое возражение лучше ответить. So you are already thinking, this is probably what they're going to tell me. И вы уже должны предполагать заранее, вот что они мне, скорее всего, скажут. And this is how I'll respond back. И вот так я им отвечу. And sometimes they're going to throw something at you that you've not thought of. И порой они вам, конечно, что-то такое залепят, что вы даже и не думали об этом. And then what you want to do is you want to practice out loud. И второе, что я вам рекомендую делать, это практиковаться вслух. What you want to do is you want to get a partner and say, okay, you be the atheist and I'll be the Christian. Что я вам предлагаю делать, это вот разделиться на группы, пары и сказать, давай поиграем, ты будешь атеистом, а я христианин. And then you're going to switch. И потом меняйтесь ролями. And sometimes it's good to do it in a group even, И иногда здорово это делать даже в группе. so that as one person is trying to answer, maybe they don't come up with a good answer То or a есть, good может быть, question. один человек, пытаясь ответить на возражение, не может что-то путного придумать, The other people can say, well, try this. а другие люди скажут, давай вот это попробуй. The scriptures say that iron sharpens iron, Писание учит нас, что железо острит. and so we're going to try to sharpen each other's thinking. И мы будем, и делая это, обострять, как бы оттачивать мышление друг друга. If you wanted to learn to play tennis А если вы хотите научиться играть в теннис, or your sport, или там флорбол, или там какой угодно командный вид спорта, do you just read a book? скажите, вы читаете книгу о тактике и стратегии тенниса? No, you got to get out and you got to practice, Нет, right? вы берете ракетку, становитесь там за стол или там идете на корт и до посинения. Because that's what makes you better. Поскольку именно так вы становитесь лучше. Okay, so we want to, we are going to practice. И мы с вами будем практиковаться. And then we're going to review and reflect. И потом мы с вами сделаем обзор и поразмыслим о результатах нашей практики. So again, if you're doing a sport, after your team loses, what do? И опять же, да, в спорте, да, если ваша команда проигрывает, что вы делаете? You sit down and think, what happened here? Вы садитесь и устраиваете разбор полетов. Что це було? We were ahead, and then look at this, we lost the game. Мы пошли вперед в атаку, и вдруг посмотрите, да, мы проиграли. And so you talk through as to what went wrong and how not to let that happen again. Да, и мы уже вырабатываем некую тактику, стратегию, понимаем, что пошло не так и как это предотвратить в будущем. What's interesting is some of the leading atheists are professors at Oxford, Что интересно, многие ведущие атеисты это профессора в Оксфорде. or even some of the better universities. Ну или в каких-то других очень элитных, хороших университетах. But one of the strongest groups that are
are Christian and Christian apologetists. Но есть также одна из наиболее сильных и влиятельных групп христиан, а именно христиан-апологетов, They're at Oxford. которые тоже профессора в Оксфорде. And they get together in a group И они собираются в группах and they will read everything that atheists say и читают все, что там проговорили или написали атеисты, and they come together as a team. и собираются вместе, как команда, And they say, okay, this is the argument against Christianity. и говорят, вот какие выдвигаются аргументы против христианства. And they'll sit there for hours and say, okay, how are we going to answer this? И они сидят часами, пытаясь найти ответ на вопрос, как нам ответить на это возражение. And we'll show you where their website is. You can actually go to their website and see what their answers are. И я покажу вам их веб-сайт, и вы можете увидеть, что они выставляют на своем веб-сайте. So that's what we're going to do. We're going to be that kind of a group here. И вот, собственно, чем мы с вами будем заниматься? Мы с вами тоже будем такой группой оксфордских профессоров. А такой вопрос. А получается, в Оксфордском, допустим, университете там не может быть преподаватель не атеист, а верующий? Could it be that professor in Oxford is Christian and not an atheist? Could it be? Could it be? Oh, there's a lot of Christians at Oxford. Да, в Оксфорде много христиан. Very strong ones. Там, причем, такие христиане крепко подкованные. То есть я имею в виду, что в одном каком-то учебном заведении могут быть и атеисты, и... Да, да. Ну, это не университет, не семинар. А Оксфорд в Америке, да? Оксфорд и Кембридж, два ведущих университета в Англии. And you'll find Не this, самый известный. and you'll find this on most, at least in the U.S., on most college campuses. В большинстве университетских городков, по крайней мере в Соединенных Штатах, вы такое же, подобное обнаружите. There are always going to be strong atheists, Всегда будут некие там профессора и студенты, такие убежденные атеисты, and there are going to be strong Christian professors too. и также будут убежденные профессора христиане. And oftentimes, in fact, they'll have debates И очень часто у них есть такая народная забава, это дебаты. in front of the whole student body. То есть вот перед всей студенческой аудиторией, то есть все студенты собираются в неком там актовом зале. In fact, they purpose not to call them a debate anymore, Ну, кстати, они уже это решили не называть больше дебатами, because a debate always sounds like they're fighting, поскольку слово дебаты подразумевает некий такой махач, да, сражение. and like someone has to win. Да, и как бы в дебатах предполагается, что кто-то должен победить. And that's not what they want to do. А они не этой цели хотят добиться. They invite all the students to come Они приглашают всех студентов and hear them discuss back and forth. и приглашают их послушать вот это вот обсуждение, дискуссию. Between an atheist and a believer, Дискуссию атеиста и верующего христианина. and they're trying to help the students to think through some of the issues that we've talked about. И они пытаются помочь студентам глубоко обдумать вот некие вот эти проблемы, о которых мы с вами тут говорим. But like, what is our purpose in life if we're just a biological accident? Например, если мы просто какая-то биологическая случайность, то какая же цель нашей жизни? And if you can have somebody interpret, you can get online and they videotape these discussions. И есть огромное количество, ну то есть они эти дебаты, дискуссии, они снимают на видео, есть огромное количество таких материалов в интернете, если вы можете разобрать сами или кто-то может вам перевести, то... So among the students there are going to be some that are atheists. Поэтому среди студентов могут быть какие-то такие явные атеисты, And there are going to be some that are Christian. а будут также и христиане. And there's going to be some that are like, I don't know what I am right now. А будут такие, которые скажут, я не знаю, еще не определился, не знаю, кто я. But they're there and they're listening to people talk about these issues. Но, конечно, эти неопределившиеся все равно будут прислушиваться к разговорам на все эти темы. And we pray that they'll come to Christ. И мы молимся, что они в итоге придут ко Христу. Okay. Any questions? Есть ли какие-то вопросы? So next we're going to look at the common faulty arguments that are often proposed as you're trying to share the gospel. Итак, мы с вами далее поговорим о распространенных ложных аргументах,
которые часто люди выдвигают, когда вы пытаетесь поговорить с ними о христианстве. They may even be some of the ones that you've written down. Ну, это вот такие распространенные аргументы, те, которых вы говорили, возможно, даже записали у себя на бусмашках, многие вы тут встретите. And we're going to look at 7 different categories of these arguments. Мы рассмотрим с вами вообще 7 категорий таких контраргументов. У нас представлены только 5 здесь. So we have only 5 of them in our notes. Oh, do you? Only Да. 5? 5 групп, да? Да, Окей. да. Ну, самый первый, логические, непрактические. Are you on notes number 4? А можете показать 6 и 7? Do you show points number 6 and 7? Может потом распечатать. False facts and Снимать 6 и 7. We don't have points 6 and 7 in our Они есть в конспекте, просто они обозначены в начале. они есть в конспекте. Да, есть Oh, we описание. have those in our notes, we just don't have them in the Outline. in the outline. It's okay, it's okay. Просто допишите тогда это. What makes this challenging for me Что для меня было большим вызовом, is that I developed all this in English, obviously, что, конечно, я все это изначально написал на английском, and then I would send it to somebody here to give me a translation so I can put it in и PowerPoint. переслал кому-то здесь, чтобы мне перевели, и чтобы я мог на PowerPoint это закатать. So if it's not perfectly consistent, То есть оно как бы может не до конца как бы вот так согласовано, it's his fault. и, конечно, это проблема Андрея. Иисус за то, что тоже мэр. And if there's anything that isn't consistent, please ask a question, okay? И если что-то не согласовано, непонятно, непоследовательно, пожалуйста, задавайте вопрос. Okay, so the first kind of faulty argument is based on faulty logic. Итак, первый ошибочный аргумент основывается на дефектной логике. We say that it violates the law of non-contradiction. То есть дефектная логика это такая, которая нарушает закон непротиворечия. And so what we need to do, Согласование, да? Ну да, согласование. one thing you'll do every time somebody is giving you an argument is you need to make sure you understand what their claim is. То есть когда кто-то выдвигает некий аргумент, вам нужно убедиться, что вы поняли, в чем суть утверждения, которое человек говорит. What is the point they're trying to make? Какая основная мысль, которую человек пытается донести? Now you want to determine if their point or their claim applies to itself. И вам нужно далее определить, вот, применимо ли то, о чем говорит человек, к нему самому или к самому этому утверждению. And then if there's a contradiction, especially of logic, that's what you want to point out. И особенно, если вы находите противоречие логическое, тогда вам нужно на него указать. Let me give you some examples. Я хотел бы вам привести некоторые примеры. So if somebody says, there is no truth, Кто-то говорит, к примеру, нет в мире истины. what's wrong with that? Что не так с этим утверждением? Значит, оно может быть. Да, это So, this statement could also be wrong. He contradicts himself. Противоречит сам Да, себе. да. Просто, хотел тут 3 глагола. Определите, выясните и укажите, да? Нет. Как бы дает задуматься. So if somebody tells me that, I say, well, what you just said, is that true? What? Ага, да. Если мне кто-то такое говорит, то я его в ответ могу спросить, а как ты думаешь, вот то, что ты сказал, это истина? And again, you want to say it with a smile, И опять же, постарайтесь сказать это с улыбкой, because you're not trying to upset him. поскольку вы не пытаетесь человека вывести из себя или как-то ранить.
Another one is, no one can know anything about God. Или кто-то может сказать, мы ничего не можем знать о Боге. Никто ничего не может знать о Боге. An atheist says there is no God. Атеист скажет вообще нет Бога. How does he know? Откуда это? Ему знать. But here's somebody who says no one can know anything about God. What is that person saying? Но когда кто-то говорит, что ничего невозможно никому знать о Боге, что об этом, что тем самым подразумевает человек? What is he saying about God? Что он говорит о Боге? Он не хочет, он не хочет узнавать его. So he doesn't want to know about God. Well, actually, he's saying God is unknowable. То есть он говорит, что Бог непознаваем, да, это его мысль. But he's making that statement, right? That claim. Но при этом он Він щось делает некое утверждение о Боге, like he knows something. Exactly. Да, как будто он что-то знает. And so there's logic that violates his own claim. Поэтому сама по себе логика, она уже опровергает его утверждение. We say that there are certain things we can know about God, И мы можем сказать, что какие-то вещи о Боге возможно познать. but someone who says no one can know anything about God Но когда кто-то говорит, что никто ничего о Боге знать не может, is making the claim that he knows that God is unknowable. то тем самым такой человек делает утверждение, что Бог не познаваем. Does that make sense? Достаточно ясно? Another one is all human thoughts are tainted and unreliable. Еще один подобный аргумент – это все мысли человека, они такие ненадежные и с гнильцой. We can't trust our own thoughts. То есть мы не можем нашим мыслям доверять. И не можем доверять нашим And мыслям. so what's he saying? Что человек говорит? тем самым? Что это мысль, которая... Тоже така сама. So his thought, his idea is in the same group? In the same group. Spoiled. Mhm, spoiled. Another one is only science gives us reliable truth. Или только наука дает нам надежную истину. What's the problem? Какая проблема здесь? Он говорит, что истина в науке. He says that the truth is in science. В чем, да, ну в чем проблема? And only in science. И в науке только. А як він це може довести? How could he prove it? Well, even what he's saying, is he saying something scientific? Да, но даже его выражение – это научная гипотеза, да, это научное утверждение. Науково доведено, що наука So it's доводить. scientifically proved that science could give the reliable truth. But what he's saying is that even what I'm saying isn't reliable because what I'm saying isn't science. Но тем самым, да, понимаете, он дает понять, что говоримое им ненадежно, потому что сказанное им утверждение – это не научный тезис. Can he prove what he says by science? Может ли он научно доказать то, что он здесь выразил? Therefore, even what he says is unreliable. Потому даже это утверждение его ненадежно. Sometimes you could even ask which science. Sometimes you could ask which exact science. Which exact science? Порой можно задать вот такие аргументы о науке, да, это какая именно наука? Another one is that all religions are true. Следующее, да, утверждение. Все религии истинны. Is that what he is saying? Yeah. So, if that's true, Если это так, Hinduism believes that there is an impersonal God. индуизм верит в безличностного, Бога, который не является личностью. There isn't a God that makes a relationship with you. То есть нет, по представлениям индуистов, Бога, который мог бы быть в неких отношениях с вами. And Judaism, Islam, and Christianity all believe that there is a personal God. Иудаизм, ислам и христианство, в отличие от индуизма, они верят в то, что да, есть личностный Бог. So, Buddhism believes that God is irrelevant. Буддисты верят в то, что Богу
like he doesn't care. It doesn't matter. It's Да. just universal law. Да, что существование Бога вообще не имеет значения, что есть просто вселенский закон. So can all of these be true? Могут ли все три этих утверждения быть истинными Ну, для все людей? собой суперечат. Без собой. Because they don't agree with each other. Да, то есть все эти три утверждения вообще не согласуются друг с другом. Now people would like to say maybe something like that all religions are true because they don't want to offend anybody. Да, ну люди, конечно, любят такие утверждения бросать, что все религии там, несут зерно истины, просто они так говорят, что не хотят никого задеть. Ну, це ж ляпис трубецкой. Я верю в Будду, верю. Yeah, we have the famous artist singing a song, I believe in Christ, I believe in Buddha, I believe in Muhammad, and just he names later like all the mainline religions. Ага. So, Like hippie song. yeah. Give me some. Like. Ну да, если все религии истинны, то почему там так, а там иначе? Yeah, so if all of them are true, so why do you have different claims? True. Да. Кто у кого списал? Кто кого списал? Who was the first one and who cheated and took others' ideas? Who is guilty and plagiarism? So these arguments violate the law of non-contradiction. И вот эти аргументы, они противоречат вообще закону согласованности или не противоречат. These are the easiest ones to refute. И такие аргументы, конечно, легче всего опровергать. But you have to listen carefully to what their claim is. Но нужно внимательно слушать, в чем же состоит утверждение человека. And then you have to understand, where the faulty logic is. И нужно понимать, где тут логика неверная заложена. Okay? Next one is non-practical arguments. This is number 2. Второй пункт – это непрактичные аргументы. Непрактичные аргументы. So again, what you need to do is determine what the person's claim is. Опять же, нужно определиться с тем, в чем состоит утверждение человека. And this is one where they're going to tell you not to do the very thing that they do. И в этом группе аргументов человек скажет вам не делать то, что сам делает. So you want to determine if the claim that they're making applies to itself. Поэтому to himself, basically. To itself. Да, поэтому вам нужно увидеть, применимо ли то утверждение, которое он делает, к самому человеку. Да, то есть мы говорили о самом утверждении вначале, мы сейчас говорим о самом человеке. And we are trying to point out their inconsistency with the question. И опять же, деликатно составленным вопросом укажите собеседнику на противоречие в его суждении. Rather than just saying, you're really dumb. Вместо того, чтобы говорить, да ты дурак. So let me give you examples. Хочу вам просто привести пример. It's wrong to judge others. Это нехорошо судить других людей. Ви же судить твоїх разом. Не суди. And what is he doing? Что делает человек в этот момент? He's judging you, Он right? судит вас. Да? Так говорит, что это нехорошо. People shouldn't try to change other people's beliefs. Люди не должны пытаться поменять убеждения других людей. Ти міняй моє убеждення. So now we are trying to change my convictions. Right. Да, совершенно верно. I'll give you 3 good reasons why you can't use logic to find truth. Я приведу вам три хорошие причины, почему нельзя использовать логику, чтобы найти истину. Я зараз вам логічно доведу, що логіку використовую. Now I prove you logically that you don't have to use logic. How about there's no real freedom of choice? Да, или как человек говорит, на самом деле нет никакой свободы выбора. Aren't you choosing to say what you just said? Разве он не решил, не выбрал сам сказать то, что только что сказал? Не по свободной ли воле он сказал то, что он сказал?
How about non-contradiction is only a Western concept? А как если кто-то скажет, вот это ваша вся логика, непротиворечивость, согласованность, это просто ваше западное мышление, западная концепция. In some cultures, they think it's okay that you can be logically inconsistent. В некоторых культурах считается совершенно нормальным, если там два утверждения логически не согласуются. And that shouldn't be a problem. И для них это вообще не должно быть проблемой. Кит Шрёдингера, да? А? Кит Шрёдингера. Schrödinger's cat. What's that? Schrödinger's cat. Like in quantum physics, they have this Oh, famous illustration of Schrödinger's. Schrödinger's cat. Half-Life, Half-Dead Cat. No. So this one, they're telling you not to do the very thing that they're doing. То есть человек, фактически говоря это, пытается вас убедить не делать то, что сам в этот момент делает. So, if they tell you shouldn't try to change somebody else what they believe, И если вам человек говорит, что там нельзя пытаться изменить чьи-то убеждения, are you trying to tell me change what I believe, right? то есть ты тем самым, ты что, мне пытаешься сказать, что я сейчас должен поменять мои убеждения? Да. Okay, so, Question. yes, Could you Да, слайд. make a one slide back? yes. The contradiction? Противоречие, да? Спасибо. Thank you. Sure. Okay, the third one, these are two inconsistent arguments. Следующее – это два непоследовательных аргумента. And what I mean by that is that quite often people are going to give you more than one argument at a time. И порой бывает так, что люди вам аргументы не по одному дозируют, а сразу обрушивают на вас как минимум парами. Because they know they've got something on you. Поскольку они знают, что вот у них есть что-то, чем прижать вас к стенке. And so what you need to do is you need to think through both claims that they're making with their two arguments. И вам нужно что сделать в этот момент? Вам нужно поразмыслить об обоих утверждениях, которые они пытаются донести одновременно. Because quite often their two arguments are going to clash, they're not going to be consistent. Поскольку очень часто оказывается, что два аргумента, которые вам бросает человек, они как бы не сходятся друг с другом, они разбивают один от одного. So again, what you need to do is determine what the real claim is for each of those arguments. Поэтому вам нужно определиться, в чем же состоит подлинное утверждение каждого из этих аргументов. And you're going to determine if the two arguments clash with each other. И вам нужно увидеть, как эти два аргумента, они не стыкуются, да, конфликтуют друг с другом. And then you're going to point out where you see the clash occurs, but you're going to do it with a question. И опять же, с помощью вопроса укажите человеку, где, по вашему мнению, в этих двух утверждениях имеет место конфликт. One of the skills that you want to develop even while you're here in Bible College Один из навыков, который вам нужно освоить, даже когда вы здесь, в Библейском колледже, is learning how to ask questions. это навык задавания вопросов. Even when you're just doing a Bible study with a group of people, Даже когда вы делаете вот библейское изучение с группой людей, especially if you have unbelievers or new believers. особенно если у вас в группе неверующие или новые верующие, I try very hard, like even with the guys in my Bible study, я вот очень усердно пытаюсь с людьми, которые на моем библейском изучении, I try hard not to tell them what to think. я пытаюсь всячески не говорить им, как им думать. I don't try to tell them what to believe. Я пытаюсь всячески воздерживаться от того, чтобы убеждать их во что-то поверить. But we'll read a passage in the Bible, Но мы читаем отрывок Библии, and I'll ask them questions. и я задаю им вопрос. And I'll say, what does that verse say about God? Что, по вашему мнению, этот стих говорит о Боге? What does that verse tell us about somebody who believes in God? Что этот стих говорит вам о том, кто верит в Бога? And then I sit back quiet. I try to. И потом я сижу, молчу в тряпочку, по крайней мере, пытаюсь. And sometimes they come up with the answer, oh, Jesus loves us.
И потом у кого-то прорывается, например, он отвечает: «О, Иисус нас любит». And I asked him, what verse did you see that? И я спрашиваю: а в каком стихе ты это вдруг увидел? And they stopped. И он останавливается. It's not there. А, так этого здесь нет. Okay, well then what's here? Хорошо, а давай так все-таки, что ж здесь есть? And so slowly they began to read again and say, oh, I see what I learned, see what the passage says about God. И медленно человек начинает вдруг понимать: о, так теперь я вижу, что этот отрывок говорит о Боге. And then I have them make a list. I say, what else does it say about God? И я прошу, чтобы они там сделали списочек, и потом говорю: а что еще здесь говорится о Боге? So at the end of our Bible study, if they go home with notes, И в конце нашего изучения Библии, если они уходят домой с таким пакетом заметок, their notes aren't what I told them. то заметки эти — это не то, что я им сказал. Their notes are what they saw in the scriptures themselves. Их заметки — это то, что они сами увидели в Писании. Because then they own that. И тогда это уже их, это их собственное. So that's why questions, you're always thinking of how to get them to give you the answer, but you have to give them the right question. Поэтому, когда вы общаетесь с людьми, не думайте о том, как дать им правильный ответ. Думайте о том, как задать им правильный вопрос. And that's a skill you want to learn. И это навык, которому вам нужно научиться. So let me give you some examples of when they give you more than one argument, you want to see if the arguments themselves conflict. И я вам приведу несколько примеров, что вот когда они вам приводят один, два и более аргумента, чтобы вы могли увидеть какой-то конфликт внутри этих аргументов. So in this case, they will say right and wrong or a private matter. Потому что в этом случае там люди могут сказать, что правда, что правильно и что неправильно, это личное дело каждого. But then they'll say also, how could God exist with so much evil in the world? И потом, чтобы два раза не вставать, говорят сразу: и как Бог может вообще существовать, если в мире столько зла? So what's the conflict? Где здесь конфликт? Вже за всіх вирішили, що зла стільки. So they already decided that there is so much evil in the world. Но мир все равно существует. So the world still exists. Точнее, как можно считать, что настолько зла. Ну, он хочет сказать, что я независим. He's trying to say that I'm independent. Він говорить про лічне діло, але він говорить про всім. He speaks about some personal issue, not about everyone. Но, друзья, вы когда так глубоко копаете, реально глубоко, проще немножко. Тут вам нужно видеть простое логическое противоречие между двумя утверждениями. Да, что Бог, Он сам противоречит миру, что дело каждого, и, а на самом деле Бог может тоже решать, как допускать или не допускать. So, in this case, if right and wrong is the personal decision of everyone, so God could also have personal decision and to decide. Okay, so you're onto it. I get to decide because it's a private matter of what's right or wrong. Да, то есть интересно, да, то есть я должен, это мое дело решать, да, потому что правильно, неправильно, добро, зло — это личное дело каждого. But at the same time, I'm going to blame God, Но при этом я буду винить Бога, right? да, That He doesn't call right and wrong according to what I think it is. за то, что Он добро и зло определяет не так, как я считаю. Does that make sense? Достаточно ясно? Yeah, and maybe one more.
another aspect is that when a person is talking about evil in the world, he gives some probably clear definition of that evil. Right. He means something specific To him. to him. Right. But it may not mean the same thing to somebody else, right? Да, ну то есть, когда человек говорит о зле в мире, он имеет что-то весьма конкретное, что является злом для него, но это зло может не быть злом для кого-то другого, Because it's a private matter. поскольку это все личное дело каждого. Вы не едите детей, а мы едим. Личное дело каждого. You are not eating children, we are eating children. It's a personal. You are not eating children, we are eating children. It's a personal decision. Right. Okay, how about this one? Как насчет этого? God is unloving for punishing nations for their sins, like in the Old Testament. Бог не любящий, потому что Он наказывает народы за их грехи, ну как Он это делал в Ветхом Завете. So why does God allow evil to continue? Да, и следующим дуплетом, да, сразу, почему Бог позволяет злу продолжаться вообще? Я слышал похожую версию, что ну, если Бог любящий, то если в мире за преступление наказывают столько лет тюрьмы, то что это за Бог такой, что наказывает вечное наказание? So I also heard the claim that God is in a world, if someone is guilty in a crime, so he is receiving like so much years of prison. So, but who is that just God who's sending people into the hell for eternity? So it's like it's unjust. Unjust. This is one thing you'll find often from somebody who is giving you arguments. Очень часто вы что-то подобное будете слышать от людей, возражающих. They want to put God they want to make God the criminal. Люди будут пытаться Бога изобразить как какого-то преступника. That everything is God's fault. Что все из-за Бога. So in this case here, they're angry with God because He punished His nations. When you read like in the Old Testament, right? В данном случае мы видим, что люди гневаются на Бога за то, что Он наказывает народы, как Он. Мы читаем в Ветхом Завете об этом. But at the same time, they're angry with God because look at the evil that this nation is doing today to these other people. Но при этом они гневаются на Бога также за то, что вот этот нечестивый народ вот в наши дни процветает. И Бог, мне кажется, не вмешивается. Clear? Да, пока ясно? Ну да, противоречие, да? So these arguments are logically inconsistent with each other. Поэтому эти аргументы, они логически не согласованы друг с другом. Okay, number 4. These are self-denying arguments. Аргументы, отрицающие сами себя. Again, you want to listen carefully to make sure you understand what their claim is. Опять же, нужно внимательно слушать, чтобы правильно определить, в чем же, собственно, состоит утверждение. So you determine what the conflict is, И вам нужно определить, в чем же конфликт, в and you can чем again try to help them to see расхождение. Опять же, помочь человеку тоже это увидеть. that what they're saying isn't really what they believe. Увидеть, что то, что человек говорит, на самом деле не то, во что он реально верит. So here's examples. И вот примеры такого подхода. A silly one, vocal cords don't exist. Ну, как бы глупый такой, да? Голосовые связки не существуют. Не существуют голосовые связки. Нету их. And can you actually say that without vocal cords, right? Да. Можно ли вообще это сказать без голосовых связок? Это большой вопрос. How about this one? Как насчет этого? God cannot exist because of evil in the world. Бог не может существовать из-за всего того зла, которое есть в мире. Think about this one. Подумайте об этом утверждении. What's wrong with it? Что не так? Бог не может существовать из-за всего того зла, которое есть в мире. Ну, это
разные вещи. А? Ну, Это тоже вони разные. просто не зв'язані. So they're just not connected. They are actually a little. Ну, они немножко связаны. Но мир при этом существует, и кто-то его создал. И есть и Всё, добро потому- в мире. God, but still the world existed, someone created it. А? Что? Ну и добро же есть. So, and there is a good in this world. Okay, okay. Is there good? Да, то есть есть добро в этом мире. Ну, есть. Is there evil? И зло есть тоже? Есть и зло. Есть. How do we know? А откуда мы знаем разницу? What's good? What's evil? Что есть добро и что есть зло? We only know good and evil because of God. Мы знаем, что есть добро и зло, и есть какая-то разница между А ними если только он определил зло, благодаря то Богу. откуда же он понимает Да. добро? А? Ну, если он определил, что есть зло, то откуда он понимает, что это добро? Ну, как понять? Кто определил, человек или Бог? Ну да, по этому вопросу. Yeah, so if this person gave his own definition of evil, so how could he know what is good? Exactly. Да, совершенно верно. Exactly. Совершенно верно. See, he already presupposes that he knows good and evil from somewhere. То есть человек уже предполагает, что он-то откуда-то знает, что есть добро, а что зло. Right? Да? What you'll find in talking to people И что вы обнаружите, говоря с людьми? is they've already accepted certain things as being true, Что люди уже приняли для себя какие-то вещи как истину. like there is really good and really evil, То есть, что есть настоящее добро и настоящее зло. but they haven't thought why they believe that. Но люди при этом не думали о том, почему они в это верят. То есть, как бы они приняли какую-то истину без размышления о том, как бы, откуда эта истина вообще на них свалилась. Ну, то в інтернеті так старші люди. Я читав, що Yeah, people say like, oh, I read about that in internet. In where? Internet? Internet. інтернет. And you ask them, is it true? И вы задаете вопрос, ну, а Is everything on the internet true? все в интернете правда. Okay, how about this one? Как насчет этого? No one can claim to know the truth. Никто не может утверждать, что знает истину. Ну, він це сказав. But you just claim that. Откуда он знает, что есть истина? How do you know that there is a truth? How do you know? Right? Это знать, да. Is your claim true? А твое утверждение истина или нет? You speak it as though it is, Ты говоришь об этом так, как будто это истина, but you're telling me it isn't. но ты хочешь мне при этом сказать, что это не истина. So these arguments require a state or a situation to be true, and yet it denies the truth of that very state. Поэтому такие аргументы, они требуют того, чтобы некое состояние или некая истина были истинными, при этом отрицают вообще существование этой истины или этого состояния. And a Да, lot чтобы of это утверждение было истинным, при этом отрицают истинность этого утверждения. the people you talk with, if they haven't thought through a lot of their thinking, И многие люди, с которыми вы говорите, если они об этом сами не думали, вот, they're going to give you easy arguments. то они, конечно, легко вам как бы набросают таких простеньких аргументов, которые легко разбиваются. Ну, з прикладу, недавно, скажімо так, евангелізації у Львівській церкві. Гріша такий підходив, каже, привів якогось бездомного, каже, я йому говорив про Христа, він повірив, типу, молодував того бездомного. І потім вийшло так, типу, акуратний був, такий, видно, що має жити. Ми йшли з ним по дорозі, я йому говорю про Христа, він каже, та ні, Христа насправді нема. Кажу, так ти ж сказав, Гріші, що ти повірив. Та ні, я в книжці читав, що його немає. So they had a homeless, like the bad case of evangelism, they had a homeless person on the street in Lviv, and they just invited him, helped him, shared with him about Christ. He agreed, kind of made it like he believed, and then they were talking with him on the way back on
the street and from the church, and they asked, "So you believe in Jesus?" He said, "No, I don't." And they said, "Why? You just confessed that." He said, "Oh, no, I just read in a book that there was no Jesus." And see, what would you ask? What question would you ask him? И какой бы вопрос вы в этот момент задали такому человеку? Що з того? Чи все, що ти читаєш, правда? Ми ж Is кажемо, everything you read in a book true? Yeah, good, Yeah. good, Sure. good question. Хороший вопрос. можна ще ми казали контраргументи. Ми читали, що він є. And we could also give a counter argument, and we read in a book that there is Jesus. That's true. That's true. And when they come with a counter argument that makes sense, И когда вот такой контраргумент, который люди выдвигают, который, ну, более-менее адекватный, acknowledge it and give them credit for that. Если это адекватный контраргумент, то признайте, что контраргумент адекватный, и похвалите человека за это. And you can say, that's good. Вы можете That's a сказать, good да, point. это хорошо вы сказали, интересно. Это важно его, как бы не штыки воспринимать. Yeah, it's very important to not to be combative in this kind of. Да.